Привет, я Оля, нутрициолог и фуд-блогер. В этом видео я покажу пример своего рациона на день. На завтрак у меня сегодня будет гранола. Давайте покажу, как я обычно готовлю ее. Я это сделала заранее. Я беру 400 грамм овсянки, я использовала овсяные хлопья, которые варятся 10 минут. Далее возьму 150 грамм орешков и нарежу их более мелкими кусочками. У меня были орехи кешью, вы можете взять любые. Также добавляю сюда семена тыквы 50 грамм. Вместо них можно использовать любые другие семена. Далее беру 2 столовые ложки кокосового масла и добавляю 50 грамм меда. Это тоже примерно 2 столовые ложки. Поставлю в микроволновку на 10 секунд, чтобы масса стала жидкой. И теперь добавлю сюда 2 чайные ложки какао. Перемешиваю, и у нас получится вот такой шоколадный соус, который мы добавляем к сухим ингредиентам. Да, в этот раз я решила сделать гранолу с шоколадным вкусом. Сейчас нам нужно очень хорошо все перемешать. А чтобы не пропустить еще больше вкусных и полезных рецептов, напоминаю подписаться на мой канал. Возьмем противень и застелим его пергаментом, выкладываем сюда массу и распределяем ее ровным слоем. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем гранолу в течение 20 минут, периодически помешивая ее. Вот такая она получилась уже после остывания. Перекладываю ее в емкость, в которой буду ее хранить. Хранится она у меня в ящике при комнатной температуре около месяца. Как правило, дольше она не задерживается. Далее приготовлю чиа-пудинг. Я беру 120 грамм греческого йогурта 10% жирности и добавляю 2 столовые ложки семян чиа. Перемешиваю и оставлю в холодильнике на ночь. Это я сделала заранее. И вот уже утром подготовлю ягоды, которые я буду есть вместе с чиа-пудингом и гранолой. Клубнику лучше замочить в воде с содой на 5-10 минут. Это поможет убить лишние бактерии. Затем нужно хорошенько ее промыть. Чиа-пудинг загустел, как видите, он стал очень плотным. Ягоды нарезаю, я взяла примерно 150 грамм клубники. И теперь добавляю ее к чиа-пудингу. Сверху я добавила еще немножко сушеного кокоса и гранолу. На порцию я взяла 40 грамм. Вот такой вот вкусный и яркий завтрак у меня сегодня получился. Это один из моих самых любимых летних вариантов завтрака, когда хочется чего-нибудь сладенького. Ну и вместе с завтраком у меня обычно чашка кофе и 100 мл молока. Друзья, если вам интересна тема здорового питания, хочу напомнить, что вы можете приобрести мои готовые рационы для похудения. Это мои авторские меню, с которыми вам не придется тратить время на подсчет калорий и поиск новых рецептов. Это сбалансированные меню с пошаговыми инструкциями и списком продуктов на каждую неделю. Ссылку на мой сайт, где вы можете их приобрести, оставляю в описании под видео. Теперь буду готовить обед. Я беру 400 грамм мякоти говядины, у меня нежирная часть мяса. Нарежу ее на несколько кусочков и из них буду делать фарш. Я всегда делаю фарш самостоятельно, я сомневаюсь в качестве того фарша, который обычно продается в магазинах. Далее я возьму одну луковицу и нарежу ее мелкими кубиками. Обед я сейчас готовлю не только для себя, но и для своей семьи, то есть на несколько порций. Разогреваю сковородку и добавляю 1 ложку масла кхи. Обжариваю фарш. Делаю это, помешивая его в течение 5 минут. Затем добавляю лук. Готовлю еще несколько минут на большом огне, чтобы лук приготовился. Далее я добавляю 200 грамм измельченных томатов. Можно взять свежие, просто их предварительно мелко нарезать. Но я в этот раз взяла консервированные, так как у меня не было много времени в запасе.
Если используете консервированные овощи, обращайте внимание на состав, чтобы там не было сахара и соли. Далее я добавлю сюда несколько шариков сыра моцарелла. Всего я добавила 120 грамм. Также отдельно я кинула вариться макароны. Я использую макароны из твердых сортов пшеницы. А когда они уже приготовились, я смешала их вместе с фаршем. Хорошенько перемешиваем. И на этом наше блюдо готово. Готовится очень быстро, просто и точно никто не останется голодным. Дополнила еще свежими овощами и зеленью. И вот такой обед. Практически сразу после обеда у меня был вот такой небольшой перекус. Кусочек шоколада и кофе. Ну а теперь давайте приготовим ужин. Для этого я возьму один небольшой кабачок. Здесь его примерно 300 грамм. Я натираю его на крупной терке. Это блюдо мы сейчас будем готовить на одну порцию. Далее из кабачка необходимо отжать лишнюю воду. Перед этим слегка посыпьте его солью, и он лучше будет выделять сок. В отжатом виде у меня было около 200 грамм мякоти. Добавляю 1 яйцо, пол чайной ложки соли и немного специй, а также 2 столовые ложки муки. У меня мука из твердых сортов пшеницы. Вы можете заменить ее на любую другую на свой вкус. Хорошенько перемешиваем. Разогреваю сковородку, добавляю 1 чайную ложку масла кхи и обжариваю кабачковые оладьи. Готовлю на среднем огне по несколько минут с каждой из сторон. Со всего количества у меня получилось довольно много оладьев, около 9 штук. Ну а к ним сейчас приготовлю соус. Беру 2 столовые ложки греческого йогурта и выдавливаю к ним пару зубчиков чеснока. Также добавляю сюда немного соли и итальянские травы. Перемешиваем. Очень простой, но вкусный чесночный соус уже готов. И вот такой вот ужин у меня сегодня получился. Очень летний, как на мой взгляд. Кабачковые оладьи отлично сочетаются с йогуртово-чесночным соусом. Ну а на сегодня это все, и я надеюсь, что это видео вам понравилось, и буду ждать ваши лайки и комментарии внизу. Напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, и до встречи в следующих видео.